Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку. Приятного просмотра. На борту ледокола «Полярный ветер» жизнь шла своим чередом. Команда из 10 человек выполняла всю работу по поддержанию судна и изучению состояния льда в Североатлантическом океане. Каждый день начинался с обхода палубы и проверки оборудования, но вскоре обычные рутины стали прерываться чем-то необычным. Однажды, когда осень уже накрыла океан своим холодным дыханием, капитан Сергей и его команда сидели за ужином в столовой. Внезапно раздался глухой звук, который-то вмиг перекрыл шум волн. Команда дружно вышла на палубу, чтобы выяснить, что произошло. Несколькими метрами ниже, дразня морскую гладь, повисло огромное белое существо. Они замерли, изучая величавую фигуру. К их ужасу, это оказался белый медведь, который держался за борт передними лапами и с удивлением смотрел на людей, словно не понимал, как такие странные создания оказались на его территории. Ужас мгновенно проник в сердца членов команды. Никто не ожидал встречи с медведем на таком расстоянии от земли. Сначала они пытались отогнать его, но вскоре поняли, что крики и шум не помогали. Некоторые начали стучать по борту, кто-то скинул за борт кусок рыбы, надеясь, что медведь быстро исчезнет. Но, к их удивлению, медведь, воспользовавшись моментом, ловко поймал рыбу и, похоже, был крайне доволен своим уловом. Команда замерла и смотрела, как величественное существо, смакуя добычу, смотрит прямо в их глаза, но потом, как он съел, прыгнул в воду и уплыл. Страх медленно начал угасать, уступая место любопытству. Прошло несколько дней, и медведь снова вернулся. На этот раз, когда звук его лап вновь раздался, рабочие, вместо того, чтобы испугаться, начали смеяться и шутить, обсуждая, как лучше угощать своего нового друга. Каждый раз, когда медведь появлялся, они готовы были бросить ему еду. Никакой жуткой истории, никакого крика, просто очередной визит. Скоро команда даже начала замечать, что медведь постепенно приспосабливается к их распорядку. Каждые несколько дней, как по расписанию, он вновь появлялся у борта, выставляя свои лапы в надежде получить угощение. Рабочие настраивались заранее, собирая остатки рыбы, мяса и даже сгнивших овощей, специально ожидая его визита. Иногда они даже вызывали его, постукивая по борту или громко смеясь, что всегда вызывало его любопытные взгляды. Команда придумала ему имя Башка, что в их интерпретации было как друг. Каждый раз, когда медведь появлялся, рабочие ощущали не столько страх, сколько необычное чувство товарищества. Однако за общением с медведем таилась своя опасность. Однажды, во время сильной бури, полярный ветер охватили мощные приливы, и океан буквально начистил палубу. Когда шторм утих, медведь снова подошел к борту. Команда в этот раз была занята, ловя предметы из воды и зарабатывая флотский порядок. Они не заметили, как медведь оказался слишком близко, и сходят на борт. Когда рабочие заметили медведя, они замерли в страхе и ожиданиях. Но, к их удивлению, Башка вместо агрессии просто внимательно изучал окружающую обстановку. Испугавшись, рабочие начали медленно отступать, но на этот раз медведь не проявил никакой враждебности. Он просто был любопытен. Со временем рабочие поняли одну важную вещь. Они гости в этом мире, и такое соседство требует уважения и осторожности. Наблюдая за их взаимодействием, команда решила больше не подкармливать медведя, чтобы не создавать зависимости. Они нашли баланс, соблюдали дистанцию, но всегда оставались начеку, когда медведь подходил к борту. Каждый раз, когда он появлялся, рабочие садились на палубу и с улыбкой наблюдали за ним издалека, понимая, что они стали частью чего-то более важного истории, которая соединяет бичи и медведей в одном дыхании. Это знаковое соседство, ставшее привычным, напоминало им о том, как удивителен и многообразен этот мир, и как важно сохранять его в своем первозданном виде. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк.
А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.